Да, бывает такое, что в походных условиях нужно самому себе сделать укол. Собственно говоря, тот самый случай. Смотрите и учитесь. Сначала готовим все для этой инъекции, точнее сказать, для внутримышечного укола. Так как ты знал, что идешь в поход и будут нестерильные условия, ты берешь с собой перчатки, чтобы все было более стерильно. И эти перчатки надеваешь. Перчатки надеты. Куда будем колоть? В ногу. Делим вот эту часть ноги на две части. Отсюда, где нога сгибается, до колена. Отмеряем середину и вот сюда будем колоть. Причем сюда, а не сюда. Не надо колоть прямо в кость. Здесь сбоку. Вот так сделаешь, уколешь, и все будет очень хорошо. Ногу пока расслабляем и начинаем готовиться к тому, чтобы сделать себе эту внутримышечную процедуру. Есть специальные иголки, которые... Вот, кстати, мое лекарство. Я специально заклеил, что я буду колоть. Ну, вам это не надо знать, что я буду колоть, а сам процесс вы посмотрите. Специальная игла есть для того, чтобы пробить резинку вот эту. Сейчас я шприц возьму, откупориваю сам шприц. Это пока бросим на пол и вставляем иглу. Все. Этой же иглой, она специальная, тупая такая, пластиковая, пробиваем лекарство. Поднимаем и набираем столько, сколько мне нужно для моей инъекции. Шприц у меня тут хитро выдуманный. 1 миллилитр мне нужен. Чуть больше возьму для того, чтобы выпустить воздух. Как-то так. Опс. Все, лекарство я набрал. Теперь эту иглу я буду снимать. А вместо нее буду цеплять вот эту новенькую, которой и буду делать инъекцию. Вскрываю ее. Эту иглу я достаю, пока тоже на пол бросаю. И все. Могу делать сам себе укол. Игла, кстати, сейчас увидите, тоненькая и не длинная. Для укола в ногу нужно брать иглу не очень длинную. Еще нужна салфетка влажная для того, чтобы продезинфицировать место укола. Сейчас я досорю, но потом я все за собой обязательно уберу. Салфетка есть. Куда колоть буду? На две части поделили. Сюда. Здесь дезинфекция. Ногу расслабил. Расчехлил сам шприц, точнее иглу. Не расчехляется. Закрутить, потому что надо. И легким движением, не боясь, сам себя колешь. Перед этим собрал в пучок кожу. Готово. Можно отпускать руку. В кость не попал. Все замечательно. Многие боятся, что можно сломать иглу. Но для того, чтобы иглу сломать, надо шприц вот так вот выламывать прямо в коже. Это больно. Ты же не хочешь сам себе делать больно. Поэтому оттягиваешь поршни на себя. Если забыл воздух выпустить, то все пузырьки поднимаются прямо вверх. Вот они все, видите, наверху. И начинаешь вводить лекарство. Не спеша, аккуратненько. Да, кстати, шприц не обязательно, точнее иглу вводить до конца. На случай всякий, пусть будет. Лекарство введено, салфетка достал, готово. Инъекция произведена. Самая простая процедура, которая только может быть. Ты в походе, сам себя уколол, ни от кого не зависишь, потом все собрал и пошел дальше. Да, можно сделать себе вот такой массаж небольшой. И многие боятся занести инфекцию, я вам так скажу. Занести инфекцию вот таким шприцом, который сам по себе стерилен, гораздо сложнее, чем если ты где-то порежешься или поцарапаешься.
Вот такая простая процедура. Всем желаю удачи. Да, сейчас все будут говорить: забыл выпустить из шприца воздух. Да, забыл, но я оттянул поршень, и весь воздух оказался наверху. Потом вводишь лекарство до конца, физика, воздух не попадает. Но да, лучше воздух выпустить перед инъекцией. На этом все. С вами был Бонифаций в походе, где сам себе делает укол. Да, все, сделал себе укол, иду обратно в лагерь. Чё хромаю? Да не хромаю я, ничего, все нормально. Шучу я, конечно. Не хромаю я, жив и здоров. Видео снял для того, чтобы вы не боялись этих процедур. Время такое, что нужно уметь делать самому себе укол. А если кто-то говорит: никогда в жизни не смогу сам себя проткнуть. Жить захочешь — проткнешь.